Доброе утро, дорогие весы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом выпуске я расскажу ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Ну что, дорогие весы, присаживайтесь поудобнее, а я буду рассказывать. Наступил месяц для вас абсолютно продуктивной, полезной и приятной работы. Месяц, когда будет получаться, когда я хочу сказать, что коридор затмения, октябрьские события и тому подобное пошли вам на пользу. Да? Даже если вы этого не осознаете, примите тот факт, что в вашей жизни, ваше мироощущение, оно значительно поменялось. И это хорошо. И если вы успели впасть в жертву, то, пожалуйста, варитесь в этом состоянии не очень долго. У вас на это есть буквально первая неделя ноября, а потом, мои дорогие, необходимо работать, потому что для вас открывается прекрасное время для работы, для карьеры, для реализации себя, для внедрения всех своих лучших качеств в жизнь. Нам всем необходимо ваше видение прекрасного, дорогие весы, да. И здесь, пожалуйста, не нужно сидеть, отсиживаться, выжидать. Необходимо внедрять, да. Первая неделя ноября еще будет фонить настроение коридора затмений, захочется впасть в жертву, но при этом это настроение такой продуктивной, плодотворной работы, когда можно максимально сделать такую выжимку на прибыль, то есть нацеленность на прибыль можно реализовать, да. Вторая же неделя ноября, несмотря на то, что уходящий лунный цикл, да, завершающий фазу Луны, убывающий, здесь что? Прекрасное время для работы, для коммуникации, для доставок, для поставок, для общения с людьми, для того, чтобы пиариться, для того, чтобы рекламировать себя, выходить на широкую публику и тому подобное. Такое же настроение продлится и во второй неделе ноября. Она для вас тоже сложится очень продуктивно, хоть и будет внутреннее состояние такое уже более напряженное, более агрессивное, но это когда будет меняться, то есть запускаться будет новый цикл, да, 13 и 14 ноября будет такое настроение, вот прям поругаться со всеми, обнулиться, все бросить. Здесь, пожалуйста, не пылите, здесь можете дать себе несколько дней отдыха, затишья, я бы так сказала, но энергия вокруг, конечно же, будет бушевать, и здесь, пожалуйста, относитесь к этому времени, снисходительно, для того, чтобы самим в своей жизни не наломать дров. Поэтому все свои дела распланируйте на третью неделю ноября, то есть если они большие, такие глобальные, масштабные, да, потому что четвертая неделя ноября, она будет с 24 числа по 30, она будет такой сложноватой. Дела будут идти во всяком случае вот прям с пробуксовкой. Они будут идти, но будут идти сложновато, да. Плюс еще напоминаю, что в начале ноября развернулся Сатурн, да, то есть все новые дела пойдут прям таки хорошо, да, все, что давно думалось, но не делалось, то есть отложены какие-то проекты, конечно, было бы классно, если бы вы их запустили в коридор затмений, но если не сложилось, не получилось, то запускайте в ноябре прекрасное время. Последняя неделя, правда, будет сложноватой. Меня еще просят записывать гороскоп на несколько месяцев вперед, поэтому, дорогие весы, я подумала, что совершенно логично будет еще сейчас, ноябрьский гороскоп, закрепить еще информацию про декабрь, пусть коротенько, да, все-таки в следующем месяце про декабрь расскажу больше, но следующий гороскоп у меня будет выходить как помесячно, так и на 3 месяца вперед, сразу там гороскоп весов на зиму, да, то есть декабрь, январь, февраль. Ну что, дорогие, декабрь. В декабре первая неделя сложновато. Почему? Разворачивается на небе Нептун и задаст нотку такой неразберихи. Сложные моменты, эмоциональные моменты будут выходить наружу. Подлоги с документами, обманы, интриги, все то, что
может двояко получиться в бизнес-сфере, да, возможно, подпортится где-то репутация, поэтому обязательно с последних дней ноября и первой недели декабря внимательно относитесь к тому, что вы говорите, что вы делаете, для того, чтобы свою репутацию сохранить. Смотрите и проверяйте все то, что вы подписываете, и обговариваете, и закрепляете документационно все оговоренные моменты, связанные в работе. Да? Это будет очень важно. Нептун – планета, которая такая, может выплыть в конечном итоге то, на что вы не рассчитывали. Поэтому здесь обезопасьте себя документационно. Вторая неделя декабря – прекрасное время для работы, и я бы, как я уже говорила, другим знаком зодиака, закончила бы 2023 13 декабря, на самом деле. Почему? Потому что в последних 2 неделях декабря, в последней половине декабря разворачивается у нас Меркурий. Да, Меркурий у нас будет ретроградный с 13 декабря и первую неделю января он захватит. Поэтому всю свою работу организуйте сейчас в октябре на ноябрь. Да? Для чего? Для того, чтобы закончить этот год достойно, продуктивно, получить ту прибыль, на которую вы рассчитываете, для того, чтобы быть сориентированы. Понимаете, что у нас ретроградный Меркурий? Да? Это сбои техника, сбои от доставки, поставки, договоренности. Люди лагают, люди переживают. Плюс еще накладываем тот момент, что это предновогоднее время, все хотят на праздники, все хотят отдохнуть, и вообще за 2023 год хочется уже в принципе отдохнуть. Год был сложноватый, и октябрь тоже, и ноябрь будет сложно, да, поэтому понимаете, что конец декабря будет так себе. Договориться что-то в здравом уме, да, как говорится, энергия будет зашкаливать. Плюс еще будьте, пожалуйста, аккуратнее на дорогах. Будьте аккуратнее на дорогах. Я бы вот так сказала, да, про декабрь, если коротенько. Что касается любовной сферы, то в ноябре в любовной сфере, конечно же, прекрасный для вас месяц. Конечно, в первой неделе ноября еще будет такое ощущение жертвенности, что все плохо, что все не так, захочется пожалеть себя, сказать, какие у меня так себе отношения. Захочется докопаться, да, но ни в коем случае этого не делайте, потому что это время пройдет. Вторая неделя ноября – прекрасное время для романтических отношений, для свиданий, для романтика, для лемура. Пусть вы замужем, либо вы одиноки, ходите на свидания, встречайтесь. Прекрасное время. Венера, ваш управитель, входит в знак Весов, в ваш прямой знак, и здесь просто, прям все классно, да. Если любовная сфера у вас будет окей в этот момент, да, то есть если у вас прям будет душевно в душу, то, как говорится, и ваша работа автоматически выправится, да. В середине ноября ожидается на небе как раз-таки, я бы так сказала, оппозиция Солнце-Марс с Ураном, когда захочется обнулиться, когда все ваши действия будут прям зеркалить на партнера, и вам захочется прям все разорвать отношения, сказать, да я без тебя и лучше, да мне без тебя и прекраснее. То есть будет ваша карьера, ваши действия будут мешать личной жизни. Поэтому здесь, пожалуйста, найдите тот самый весовский баланс для того, чтобы не испортить отношения, потому что оппозиция пройдет, и буквально уже там 15-16 ноября этого настроения вообще в принципе не будет, и вы спокойненько, Венера в вашем знаке подходит. То есть, когда я вам говорила, что любовная сфера, дорогие весы, там в предыдущих месяцах, да, что вы подходите к своим кармическим задачам, у вас связана любовная сфера еще и на деньгах, на социальном статусе, да,
и на вашей же карьере тоже. То есть если у вас любовная сфера вот прям не нравится, вот вам ваши отношения, ваша жизнь, ваша неудовлетворенность, то точно так же вам не будет нравиться и работа, и социальный статус, и вам будет казаться, что это не та жизнь, которую вы живете. Что хочу сказать. К концу ноября вы как раз-таки подойдете к тем самым вопросикам, которые вы не хотите усваивать. То есть вы подойдете в прямом смысле к своим не то что кармическим задачам, да, то есть к своим кармическим наработкам, все то, что вы сделали в своей жизни. То есть к вам, по крайней мере, наступит прекрасное время и будут происходить с вами события. То есть с партнером будут возникать такие разговорчики, разногласия. Можно называть это как угодно, но будете разбираться в том, что захочется большего, захочется классного, но осознание того, почему вы не можете получить то, что вы хотите. И здесь как раз-таки вот те ваши наработки, которые недоработки, все всплывут. И ваше же принятие и осознание своих же косяков, бездействий и тех моментов, которые вы прошли, сделали ранее, дадут вам как раз-таки тот самый социальный статус. То есть, что вы поняли, невозможно пойти дальше, не разобравшись вот с тем, что есть. Мы, как правило, не можем продвинуться по жизни дальше по карьерной лестнице, пока мы вот здесь порядок не навели, да, не можем получить все те плюшки и почести, которые там нам полагаются, да, которые нам хочется, получить там ту зарплату, место жительства, я не знаю, пока мы не наведем порядок там, где мы живем. То есть просто так взять и выбросить эти отношения не получится, потому что должны прийти другие отношения, которые нам опять же на эти вопросики намекнут и скажут: ну вот ты же вот это вот и там не поняла, и 20 лет не поняла, и здесь не поняла, ну вот сейчас-то ты хоть разберешься. А если вы обратите внимание на свою жизнь, то увидите, что все партнеры, которые в жизни попадались, они плюс-минус похожи. Да почему? Потому что вы сами выбираете в тех самых для того, чтобы они помогли вам пройти тот жизненный путь. И в конце ноября как раз-таки появятся те самые моменты и вопросики в отношениях, которые вам необходимо понять и реализоваться в них, потому что это те самые ключи для того, чтобы пойти дальше. Весь месяц ноябрь Венера будет в вашем весовском знаке, и это будет прекрасное время для того, чтобы как раз-таки балансировать и работу, и личную жизнь, для того, чтобы как раз-таки пройти вот эти кармические задачи, кармические вопросики, чтобы выйти-то на путь своей глобальной реализации, к которой вы пришли сюда, в этот мир. Но невозможно реализовываться глобально, да, стоя на месте и не желая разбираться в этих моментах. Да, кармические задачи, они и тем сложны, что это неприятные моменты на самом-то деле. Необходимо влезть внутрь себя, в свою душу, понимать, что ты не прав, и что ты ошибаешься, потому что вот эта стенка не пробивается, да, вот карьера там не идет. У весов только так. У весов это партнерский знак, у которых не будет карьеры, социального статуса там, где весы не поймут все свои ошибки, потому что ну, вот такой знак. Для того, чтобы получить высокие ориентиры по жизни, да, необходимо прям поработать внутри себя. И здесь не другие люди виноваты, здесь виноваты прежде всего вот внутреннее вот это вот эмоциональное состояние, когда необходимо прям говорить, что вот где-то я вот что-то не то сделала, да, и тогда этот барьер будет браться. Казалось бы, да, такие нематериальные вещи ведут нас в реализацию в материальном мире. Но да, дорогие друзья, вот так, дорогие весы, только так, и ноябрь вам в помощь. Ноябрь будет, чем лучше и продуктивнее будет ноябрь, чем больше вы разберетесь внутри себя, тем приятнее и эмоциональнее, и радостнее, и с материальными благами получится у вас декабрь, да, а следом и январь. Почему? Потому что буквально скоро, совершенно скоро, я вам так скажу,
Венера проходит и вступает в знак Скорпиона. Это начало декабря буквально-таки, да. Это будет, начало декабря будет сложные моменты для вас, весы. С 5 декабря Венера переходит в знак Скорпиона. И здесь уже, как говорится, получите вы в декабре прибыль или получите ли вы глобальные проблемы и разбирательства в работе, в отношениях, в своей вообще жизни. Будет ли это жизнь переворотов, либо же это будет жизнь, когда все идет ключом и как раз-таки нарабатываются те самые материальные блага, к которым, дорогие весы, вы так долго стремитесь. Не получится обвинять других людей в своей несостоятельности. Так не бывает. У весов так не бывает. Вообще так ни у кого не бывает, я вам так скажу, дорогие весы. Просто у вас очень сильно жизнь завязана на партнерстве. Вы партнерский знак, и ваша финансовая реализация проходит не как у Овна, да. Овен один, вот он в поле воин и пошел, и работает, и трудится, и ему прекрасно, да. Сам бьется головой об стенку, сам идет, никого не трогает, и у него получается. У весов так не получится. Все самые сложные кармические задачи весы проходят в паре. Вот вы сами выбрали в это время родиться. Поэтому цените, любите и бережно относитесь к себе, к своему знаку, и понимайте, что вам необходима та самая внутренняя работа над собой. Вот таким неоднозначным и интересным будет для вас ноябрь 2023 года, дорогие весы. Обязательно после всех гороскопов ноября я выпущу большое видео про каждый знак зодиака, про весы, естественно, тоже. Это будет большое видео, там минут на 30, может больше. Информация у меня вот так, для того, чтобы вы больше поняли себя, свои плюсы, минусы, сонастроились с собой, для того, чтобы пойти дальше, понять, почему какие-то вещи вам очень сложно дается, потому что, ну, не просто так мы родились определенным знаком зодиака, чтобы, как говорится, его постичь, его познать, потому что в прошлой жизни мы с вами были какими-то другими все знаками зодиака, да? А вот здесь сейчас так. Поэтому здесь мы снова учимся, здесь все сначала, и нет ничего в этом плохого, учиться это всегда хорошо. Это стимул к развитию, как говорится. Дорогие весы, я желаю вам продуктивного и интересного месяца, я желаю вам настолько классно поработать хорошо над собой, для того, чтобы декабрь у вас получился просто вот прям вау-вау, очень классно, чтобы вы потрясающе закончили 23-й год и с такими мощными эмоциями зашли в 24-й, чтобы это звучит, как будто я уже записываю декабрьский предновогодний гороскоп. Но еще нет, но я вас уже готовлю, вы понимаете, работы у вас сколько. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике.